Всем известную фразу «внешность бывает обманчивой» как нельзя лучше иллюстрирует серый сорокопут. Небольшая птичка из отряда воробинообразных. Ее название происходит из латинского языка и переводится как «палач» или «мясник». На первый взгляд эта птичка кажется совершенно безобидной. Но если присмотреться, можно увидеть, что у нее довольно мощный клюв, изогнутая в форме крючка надклювье, присущее только хищным птицам. Держать такую птичку в руке опасно. Она моментально искусает ее до крови. Да так больно, что вам не захочется больше никогда ее трогать. Повстречаться с серым сорокопутом в дикой природе крайне сложно. Чтобы его заметить, необходимо терпение и наблюдательность. Предпочитают эти осторожные птицы жить вдали от людей, на лесных опушках и окраинах болот. Гнездо, о котором идет речь в нашем фильме, было найдено в Спасском районе Рязанской области, на ольхе, растущей на болотистой почве. А на соседнем кусте хозяйственные птички устроили кладовую для хранения своих пищевых запасов. Серый сорокопут внешне напоминает сороку, но вместо черного у него серое оперение, а через глаза проходит черная полоска, как у самого настоящего разбойника. Самец и самка – настоящие близнецы. На зимовку серый сорокопут в теплые края не улетает и гнездиться начинает очень рано. В конце апреля, начале мая в гнезде уже находится кладка. Гнездо имеет два слоя. Внешний состоит из тоненьких сухих веточек. Внутренний выложен шерстью, перьями и травой. В то время, когда самка сидит на кладке, самец занимается добычей пищи и кормит ее. Ведет наблюдение за гнездом орнитолог Антон Барановский. Когда появляются птенцы, родители их усиленно кормят на протяжении 3 недель. Основной рацион этой птицы – крупные насекомые и небольшие позвоночные животные – грызуны, мелкие птички, ящерицы, лягушки. Сорокопут высматривает жертву с высокого дерева и, дождавшись удобного момента, сверху атакует. Если цель успевает отскочить, он ее догоняет. Во время охоты сорокопут чувствует невероятный азарт и гнаться за жертвой может больше километра, пока не настигнет. Охотясь за грызунами и лягушками в густой траве, может повисать в воздухе, как пустельга. Укрывшуюся в густых ветках птицу выпугивает, приплясывая над ней и всплескивая крыльями. Крупную добычу несет на выбранный для обеда в куст. Там накалывает жертву на острые ветки, а потом постепенно ест и кормит птенцов. Пара, ставшая героями нашего фильма, для обеда выбрала куст, который виден на заднем плане. Куст обвешан трупиками грызунов, ящериц, птичек в нескольких местах. 2 таких запасника попали в кадр. С каждого из них самец в течение дня приносил еду птенцам. Сорокопут продолжает охотиться, даже если сыт, в отличие от других хищников. Когда добычи много, то птицы оставляют свои жертвы недоеденными или вовсе целыми. Так, по мнению ученых, они передают свои навыки разделывания добычи потомству. Иногда родители отдают птенцам слишком крупные куски добычи, и те после нескольких неудачных попыток все-таки умудряются их проглотить. Сорокопуты бесстрашны и задиристы. Они способны атаковать крупных пернатых хищников, которые заходят на их территорию. Если хищник, возмущенный его дерзостью, кидается в ответную атаку, сорокопут стремительно скрывается среди деревьев. Сороки и вороны серого сорокопута опасаются
и стараются его территорию облетать стороной. А вот отважный дрозд-рябиник, известный как защитник мелких птиц от крылатых хищников, неоднократно был замечен поблизости. Пока птенцы растут, родители регулярно следят за чистотой в гнезде. Эпизодически съедают загрязненные перья, которые служат подстилкой. Самец принес большой кусок грызуна, и самка отдала его детям. Вокруг гнезда сорокопута остается незаселенное мелкими птицами пространство. Их отпугивает как присутствие самого сорокопута, так и его активная реакция на других хищников. Из-за отсутствия мелких птиц крупные крылатые хищники не охотятся в этих местах, что служит на пользу сорокопуту. Во время охоты сорокопут не обращает внимания ни на что, кроме жертвы. Если преследуемая добыча попадет в руки человека, он может выхватить ее даже оттуда. Известный орнитолог XX века Леонид Симага описал случай, когда пойманный сорокопут, посаженный в клетку с другими птицами, за несколько минут оторвал всем головы. Птенцы оставляют гнездо в возрасте 18-20 дней. Перед вылетом активно разминают крылышки и эпизодически выбираются на край гнезда. Самка время от времени обогревает даже крупных птенцов. Через 2 недели после вылета из гнезда птенцы становятся самостоятельными, однако пользуются родительским прикормом еще до осени. Перезимуют они где-то поблизости, самостоятельно охотясь на птиц и грызунов, и будущей весной будут заботиться уже о своем потомстве.